Всем привет! Меня зовут Румянцева Татьяна, и я начинаю новый цикл своих роликов. То есть на данный момент я буду делать композицию, полностью показывать, как я это делаю, скажем так, закулисье. Обычно все мои мастер-классы, они уже смонтированы, без тех ошибок, которые я допускаю во время процесса работы. А ошибки бывают, и бывают они практически всегда. А здесь я буду показывать такими отдельными роликами, скажем так, в реальном времени, как я делаю свои работы. Сейчас на данный момент я хочу сделать дерево из бисера и дом хоббита. Все это я совмещу, естественно, в одну композицию. Я покажу референсы, которые у меня есть. Это примерно 3 или 4 фотографии я выведу на экран. И это будет собирательный образ. То есть это не будет конкретно какая-то фотография, которую я буду полностью делать. Нет. В голове у меня, естественно, уже есть примерно, что должно получиться. Но, как всегда, иногда бывают отклонения от задуманного. На референсах будут дерево располагаться либо на самой подставке, либо на холме, то есть на самом доме. Вот я хочу сделать на самом доме. И первый вопрос, который возникает, с чего начать? Когда я буду делать уже готовый мастер-класс, там, естественно, я сразу покажу, как плетется дерево, то есть как плетутся листья, ветки, сборка дерева и уже потом весь процесс. Но здесь я тоже начинаю сначала с бисера, но пока я не знаю, сколько у меня веток уйдет на само дерево. То есть тут у меня получается, что я буду одновременно и собирать бисер, и собирать дерево, и одновременно делать сам дом. То есть мне надо понимать, какие пропорции должны быть у этого дерева. У меня есть вот такая заготовка. Нежно-нежно такой зеленый цвет бисера. Этим заготовкам уже 3 года. Они у меня лежали отдельно, и вот наконец-то я решила, что именно их сейчас и поставлю в работу. Так, они у меня вот здесь уже готовая веточка, так как она должна выглядеть. Здесь она только сплетена. Вот этим заготовкам 3 года, и их у меня 80 штук. Но я понимаю, что на дерево надо будет гораздо меньше. И так как я плела давно, я их тоже не взвешивала на тот момент. И вот сейчас, ну, когда я пробную сделала, перед тем, как вам показывать, на вот такую одну заготовку уходит 4 грамма бисера. Ну, соответственно, когда будет уже дерево собрано, я скажу, сколько заготовок у меня ушло, и можно будет посчитать количество бисера, которое необходимо. В мастер-классе это будет, когда он уже будет готов, он будет у меня на отдельном канале выложен, на моем основном. Там уже будет все четко прописано. Сколько заготовок, сколько грамм бисера. А здесь пока у меня еще все впереди. Итак, для плетения необходим сам бисер. У меня он светло-зеленого цвета, хотя мне кажется, для этой композиции лучше бы подошел темно-зеленый бисер. Ну, попробую с этим сделать. Проволока 0,3 мм у меня. Вообще, вот эти заготовки, они сплетены с проволоки 0,4 мм. Но сейчас у меня ее нет, поэтому покажу на вот этом примере. В общем-то, ничем отличаться не будет. Кстати, 0,3 я сплела, и тоже, в общем-то, хорошо держит форму, так как мы ее все равно будем приматывать уже к толстому стержню. А вот эта часть очень даже хорошо держится. То есть ничего с ней не происходит. Можно использовать 0,3 проволоку. Надо отмерить 55 сантиметров, 60 сантиметров голой проволоки. Я возьму 60 сантиметров. Далее набираю 10 бисерин. Оставляю небольшой кончик проволоки голой и пропускаю ее под последнюю бисерину. Начинаю с короткого края, то есть вот короткий край проволоки. Подтягиваю хорошо, чтобы образовалась петля. Далее набираю еще 10 бисерин. Так, проволока у меня сколько здесь, я сейчас скажу вам. 7 сантиметров. Опять 10 бисерин. Подгоняю прямо в самый-самый конец. Не в самый конец, точнее, а к петле. И опять пропускаю через последнюю бисеринку. То есть вот так она выглядит. Здесь можно эту бисерину зажать, чтобы она никуда не делась, и подтянуть хорошо. Так я делаю 5 петель. Теперь эти концы вместе скручиваю на 10 оборотов. Обороты у меня не 360 градусов, а 180, потому что у меня один раз был такой случай, когда мне в комментариях написали, что они поняли, что один оборот это 360 градусов, и тогда вот этот хвостик получился больше. Но вот сейчас я смотрю, он совсем маленький, наверное, я все-таки еще добавлю 5, тогда буду скручивать на 15. Это вот старая моя заготовка. Ну да, где-то 10, где-то 15. Вот тут я вижу, что они разные.
Все-таки скручу на 15. Далее опять набираю 10 бисерин. Так, и подгоняю так, не до конца, чтобы здесь оставалась ножка, чтобы ее потом тоже скрутить, и получилась вторые листики. То есть здесь примерно у меня 1 сантиметр. Зажимаю пальцем, чтобы она не двигалась, и хорошо затягиваю. То есть вот так. И опять мне нужно сделать 5 петель. Сплела следующие 5 петель. Также их сворачиваю. Можно прямо вот здесь вот их выровнять, прижать и начинать сворачивать. Сколько возьмет оборотов. И третье плетется точно так же. Также 5 петель. Отступ такой же, примерно 1 сантиметр. Сплела третью. Также ее скручиваю. И теперь вот эти два хвостика также между собой надо скрутить. Большую скрутку тут можно не делать. Все, теперь их можно поднять вверх. Ну и расправить листики. Сделать такие звездочки. Вот получается такая заготовка. Далее мне надо сделать уже ветку вот такую. Я беру нитки коричневого цвета, размер 40. Двойную нитку делаю. И вот такой проволока. Проволока оцинкованная, вязальная. Продается она... Я покупала в хозяйственном магазине, но, насколько я понимаю, она продается и на маркетплейсах. Можно в Озоне, в Валбересе посмотреть. И хватает ее очень надолго. Она продается по 50 метров, по 100 метров. Так, проволоку я беру где-то примерно 17 сантиметров. Подгоняю ее очень близко. И обматываю. Обмотку я делаю длинную. Так, сколько? 5 сантиметров получается. Потому что потом буду придавать какие-то определенные формы веточки. Пока я подготовила таких веток 30, как я говорила, уже у меня их 80. Если мне не хватит, я добавлю. Если мне, наоборот, будет много, соответственно, часть у меня останется, потом еще куда-нибудь применю. Естественно, когда я дерево соберу, я скажу, сколько их штук будет в дереве, потому что тоже, чтобы лишнее не плести. Ну вот, получается, они вот такие. Очень нежные, красивые. И сейчас я их пока откладываю. Сейчас необходимо заняться домом. То есть понимать, какая будет высота дома.